Добрый вечер. В сегодняшнем дне это уже 4 января 2021, уже 21 год. Так быстро все. Включился красный дракон и включился катоник непреклонный. То есть это означает, что восьмеричный луч вошел в наш быт и помогает семеричному лучу. Семеричное поле реальности, которое дано нам формировать в этой жизни, включается таким образом. Бог дал свободу выбора, человек создает свою реальность, расширяет свое пространство, создает реальность быта жизни, создает реальность семьи своей. И получается, Бог не вмешивается к человеку, а человек хочет верит в Бога, хочет не верит. То есть полная свобода выбора. Хочет чего делает, хочет включает вредные привычки, какие-то зависимости от чего-то. У него полная свобода. И задумываешься, а как же ж Бог дает такую свободу и во имя чего? Зачем это Богу нужно? Чтобы вот так человек делал всего, чего хотел. А вот от чего Богу угодно, как-то человек полностью освобожден. Так вот, для этого и пришел этот восьмеричный луч катоника непреклонного, чтобы сказать, да, действительно так. Мы развиваем левое полушарие мозга. Оно управляет правым. А правое, да, это с одной стороны расширение пространства, женская энергия, но это еще и эмоции и чувства. И если мы попытаемся чего-нибудь осознать правым полушарием мозга, у нас вообще ничего не получится. Потому что правое полушарие отвечает за наши чувства, за наши эмоции. И самое интересное, что правое полушарие мозга включает все инстинкты всех видов животных. То есть зачем же человек сейчас живет и включено ему левое полушарие? А оказывается, ну что правополушарное? Это получается инстинкты, чувства, инстинкты, и включается образ животного. А что животному? Чтобы получать удовольствие, нужны блага на земле. Нужно что-то накапливать, какие-то финансы, какие-то условия для жизни создавать. Вот это комфортно, вот это некомфортно. И это все у нас осталось от животного. И, конечно, Богу угодно, чтобы человек все-таки научился активировать левое полушарие каким образом? Надо что-то с левым полушарием делать. А что левое полушарие? Нас в детстве воспитывали. Воспитывали это левое полушарие, правое только наблюдало. Правое могло хныкать, плакать, что-то там свое отстаивать. В детстве, когда мы еще могли командовать и когда нам прислушивались. А потом, когда уже чуть подросли, сразу же уже ремень по попе. Вот тут уже другой расклад пошел. То есть нас воспитывали. Воспитание, нам воспитывали левое полушарие. В школе нас еще, мы застали, что нас еще учителя в детском садике, еще воспитатели нас еще воспитывали. А вот дальше, кто уже выбрал другие заведения, выше учиться, тут уж мы проявляли свой интеллект,
поступали в какие-то заведения, учились, техникумы, институты. И вот тут мы действительно саморазвивались. Так вот, левое полушарие отличается тем, что мы за свои действия их можем принять, осознать. А оказывается, принять, осознать может только левое полушарие. Как вы ни грузите правое полушарие, оно осознавать не получается, оно бессознательно устроено. Оно может включать, что у нас? Тело должно дышать, легкие должны раскрываться. За это отвечает правое полушарие. Это тело должно видеть, слышать. Вот вам все, что касается мира, чувства, ощущения, это все правое полушарие. А вот осознать, а там только бессознательное поле и опыт всех реинкарнаций. Реинкарнация кого? Всех люди, зверей или людоживотных, как хотите, называйте это все. Даже очень развитых, говорящих, но все равно это все относится к животным. И когда Бог придумал и создал человеку левое полушарие, вот он уже рассчитывает на то, что человек уже ближе к Богу, то есть включается в него уже осознанность. Левое полушарие осознает. Ну, в чем же разница правого полушария от левого? Левое все разложит по полочкам. Левое полушарие видит какие-то системы, что-то складывает, что-то добавляет, убавляет. И на начальной фазе левое полушарие тоже склонно через управление правого полушария. Ведь оно же раньше развивалось, оно уже набралось силы. И оно может влиять на левое полушарие. Когда правое полушарие влияет на левое полушарие, то человек включается в состояние, допустим, радоваться – это правое полушарие. Плакать – это тоже правое полушарие. Вредничать – это тоже правое полушарие. Отстаивать какую-то свою позицию – это уже левое полушарие. Левое уже требовательно к себе. Она хочет все принять, понять, осознать, разобраться во всем. Это все левое полушарие. Но вот если оно развивается, если оно воспитанное, если оно стремится к знаниям, то это Богу угодно. А если оно остановилось на каком-то уровне, говорит, все, хватит, я перехожу на пенсию, хватит уже работать, все, я уже перехожу. И думать уже не хочу, все. Я себе хочу квартиру, жилье, хочу дачу, хочу отдыхать, хочу, работать, трудоголизм. Это все левое полушарие может остановиться и отказаться от саморазвития. И вот это вот как раз и есть вот этот момент, который Бог задумался. Ну вот как же так? Я человеку все дал ему полную свободу, а он на какой-то непонятно какой другой путь становится. Осознать. Начинает задумываться. И вот тут то и получается, что Бог, оказывается, человеку за хороший процесс осознания, развития дает какие-то качественные характеристики, то есть открывает ему дверцу, золотую дверцу в сердце и открывает духовную жизнь. И вот это быть в духе, состояние быть. Быть – это вот какое-то состояние. Быть. И вот это состояние быть – это и есть быть в духе. Это божественное состояние быть в радости, быть в счастье, быть в духе, быть. И вот это вот состояние, такое качество человеку наделяет Бог. Быть. Быть в этом состоянии. И когда вы входите в состояние быть,
в радости, быть в счастье, быть в божественном потоке любви, станет быть. Это Богу угодно. И Он еще больше расширяет эти качества. Действительно, быть в радости, Бог наделяет это качество радости. Быть в счастье, Бог наделяет это качество счастья. Быть именно в божественном потоке любви, Бог наделяет именно качество любви. То есть вот такое вот самое интересное вот, состояние неземного происхождения, это все божественно. И все то, что божественно, это и дает нам Бог. И вот завтра как раз и включается тот день духовный, когда нам желательно вот этот момент осознать то, что я вам сегодня рассказываю, и чем отличается состояние быть, состояние бытия божественного, от состояния то, что мы имеем. Быть в позитиве – это тоже божественное качество. Радоваться жизни – это тоже божественное качество. Радоваться природе. Выходим на природу, лес, выходим на речку, на море, купаемся, вот это вот состояние быть. Это тоже божественное качество. И вот в этом состоянии, когда человек саморазвивается и активирует в себе вот эти божественные качества, он с этого момента переходит в состояние быть сотворцом. То есть творить вместе с Богом. Потому что человек устроен по образу и подобию Творца. И это именно Богу угодно, чтобы духовные качества человека росли и развивались. Вот то, что мы вместе собираемся, вместе мы вот развиваемся, помогая друг дружке, осознавая ту же матрицу творения божественную. Это Богу угодно, потому что мы учимся. Мы держим позитивное мышление, это Богу угодно. И Он нас помогает и нас поддерживает в этом состоянии. А вот состояние самости, ну, с одной стороны, проявляйте свои индивидуальные качества, но вместе, когда мы вместе, мы команда, мы единое поле духа, и дух дает для всех больше, чем дает для одного. И через позицию команды нам духовность легче дается, потому что мы помогаем друг дружке расти и развиваться. И вот это вот состояние быть мне хотелось вот в сегодняшнем дне вам донести, быть в духе. Мне бы очень хотелось, чтобы в завтрашнем дне в это состояние божественное, состояние эйфории души, вот этой вот радости тихой, счастья, безусловный поток любви божественной, когда вам все нравится, вы в этом состоянии находитесь. Вы это все ощутили, осознали, приняли и этим пользовались. И чтобы вы осознали различие между позицией человека, который может самоосознавать свои деяния и сотворять вместе с Творцом такие потоки безусловной любви, радости, счастья. Или же можно тоже быть в семеричном луче. Это я вам все рассказал качество восьмеричного луча, когда наделяются эти качества. И мы в благодарность каждый раз за все то, что мы принимаем, осознаем, ощущаем, мы благодарим. Правда, благодарим. Да. А вот это бессознательное состояние, оно совершенно другое. Можно вот это вот состояние накачать активацией, допустим, какого-то наркотика, какого-то спиртного, может быть, курением каким-то. То есть это мы искусственно себе это все накачиваем.
И это состояние совершенно другое, потому что мы входим в это состояние какой-то иллюзии, блаженства, но за эту иллюзию расплачивается наше тело. Оно обязательно от спиртного протравливается, от курения никотин осаждается, это очень сильный наркотик. Ну и сами наркотики укорачивают жизнь человека. То есть угодно ли это Богу? Нет, это не угодно Богу. И поэтому Бог и создал человека двухполушарным, что есть и правое полушарие, и левое. И учит человека развивать левое полушарие, чтобы он научился входить в состояние духовное, быть, и научился управлять правым полушарием, чтобы все вот эти иллюзорные удовольствия человек осознанно принял для себя вето и отказался осознанно от всех этих состояний. Вот такое я хотел бы вам донести. И да будет так. Да будет так. Добрый вечер. Я так думаю, что он что-то смог донести, то донес. Кто осознал, принял, слава Богу. Если что-то непонятно, зададите вопросы. Но, тем не менее, вот сегодняшний день нашего дракона галактического настраивает нас именно на позиции осознания, что же все-таки в моей жизни происходит так, как мне хочется, нравится мне это. Я получаю от этого удовольствие, удовлетворение, осознание, что я на своем месте, я занимаюсь именно тем, что мне приносит пользу, удовольствие. Вот, и я четко понимаю свою цель. Я четко принимаю решение, как достичь этой цели. Вот, и мне радостно, что такой строгий ангел, как Вашак, катоник непреклонный, принимает в этот день меня со всеми моими, ну, будем говорить, плюсами и минусами. Четко понимая, что я иду по пути совершенствования, что я все равно иду к выбранной цели. Я методом проб и ошибок достигаю своего результата. Или же, наоборот, ощущаете, что вами недоволен сегодня катоник, и причину вы не можете сами себе даже так, будем говорить, косвенно или прямо определить, в чем же причина. Ну вот на сегодняшний день я так понимаю, что хочется нам всем соответствовать тому уровню, который удовлетворяет наше с вами пребывание здесь на планете Земля, наше с вами деяние. И хочется, чтобы вот именно катоник непреклонный в сегодняшний день, ну, как-то поощрил, поддержал, подсказал или дал понять, что я именно выполняю то, к чему готова и уверена в положительном результате. В том, что мои вот эти ошибки и мои проколы, они все-таки мною осознаются с позитивом. Я их принимаю как подсказка, как возможность что-то попробовать и сделать вывод. Мое это или не мое, так я делаю или не так, и что мне поменять все-таки. Если сегодня вы получили удовольствие от прожитого дня, спокойствие, какое-то гармоничное состояние, какое-то поощрение, какую-то радость, вот, пусть она незначительная, но она вас удовлетворяет, значит, ну, катоник принял вас и то, что вы делаете,
с позиции судьи, который понимает ваше состояние, понимает ваши деяния и принимает их в том виде, в том ракурсе, в котором на данный момент просматриваются все наши деяния, все наши слова и все наши мысли. И мы его сегодня, естественно, должны искренне поблагодарить за то, что он с нами целый день вот так вот благосклонно поступал и отслеживал наши с вами все позиции дел, слов и мыслей. А почему это так важно? Ну, потому что мы знаем, что завтра будет Дух Творца с нами твориться, да еще в солнечном тоне, лучика Баллон, Алавара Мудрого. Поэтому вот очень значимо, насколько мы подготовлены со своими мудрыми значениями, выводами, предрасположенностью к тому, что мы вот-вот-вот должны вот это дело именно мудро завершить, или мы его уже завершили мудро, достойно, уверенно. И наш с вами диалог с Алаваром Мудрым, вот целый день завтра будет настраивать именно на солнечное восприятие этой мудрости. То есть и солнышко нам помогает, и дракончик помогает, потому что это один род, это одна связующая в зеркальном отражении Духа Творца. То есть мы в самом деле сможем увидеть и услышать, и ощутить даже малейшим каким-то колебанием слов, мыслей и дел, что мы именно в духе выполняем мудро то, к чему себя подготовили. Именно в сегодняшнем дне мы серьезно готовились, потому что знали, что нас серьезно отслеживает Катоник Непреклонный. И если что-то у нас недомысленно, или что-то имеет какое-то несовершенное решение, то вот, пожалуйста, завтра общение с Духом Творца, то есть через молитву, через обращение к Отцу Небесному, к Матушке Земле, потому что ветер, вы знаете, это с одной планеты, с Урана, с Матушкой Землей, то есть со символом, который олицетворяет нашу Землю, то мы опять-таки выходим на прямой контакт с нашими родителями и советуемся, и получаем от них вот эти мудрые подсказки, потому как для них нет ничего скрытого, нет ничего тайного и нет ничего нерешаемого. И на все наши вопросы есть всегда положительные ответы. Положительные в каком ракурсе? В том, в котором вы готовы принять эти подсказки. Вот одновременно проверяется, насколько мы с вами подвигаемся по лестнице мудрого развития и эволюционного подъема в своем разуме. Вот именно когда мы обращаемся к родителям. Насколько искренне мы доверяем им все свои самые сокровенные обращения. И верим в то, что нас слышат, что нам помогают искренне, как заботливые родители. И даже тени сомнения нет в том, что нам могут какой-то подвох сделать. Вот тогда это да. Мы получаем, мы это применяем в жизни, и мы получаем в конечном итоге тот результат, который ожидали сами, на который настроились и нацелились. И обратная сторона, если вы хоть тень сомнения допустили в своих обращениях, в своих молитвах или в своих анализах того, что вы делаете, с чем обращаетесь, и
думаете, ну вот помолюсь, а вдруг мне что-то подскажут, и я разберусь. Ну, понимаете, вы одновременно сомневаетесь и в их подсказке, и в своих возможностях эти подсказки мудро принять и использовать. Вот как раз вот это недоверие, это как раз и говорится, что по вере вашей давно вам будет. И если мы с вами это все соблюдаем, помним об этом, значит, самая первая заповедь, которая в этот день, завтра будет работать, вы должны о ней помнить, что вы целиком и полностью доверяете нашему мудрому Алавару, солнечному тону Балон, все свои обращения через молитву. То есть то, что мы называем обращение к высшему сознанию, к высшему разуму, к самому Творцу. То есть кто как. Но вы же верите тому, к кому обращаетесь, да? Вы верите в конечном итоге самому себе, потому что если вы сомневаетесь в себе, в своей мудрости, в своей зрелости, в своем видении, я понимаю, что можно сказать, да, я не все понимаю, я не во всем могу разобраться, но я очень хочу. И я искренне верю в то, что мне это удается. С вашей помощью, мои родители, мои любимые ангелы, мои друзья. То есть вот это доверие, оно как раз и притянет к вам все те мудрые мысли, слова, дела, которые приведут к тому результату, на который вы надеетесь. И нам очень хочется, конечно, чтобы все наши сокровенные мысли как можно быстрее исполнялись, да, цели ставим, и мечты записываем, желания записываем, и искренне верим в то, что это исполнится, вот, но еще раз говорю, если есть хоть малейшая тень сомнения, результат будет искаженным, будем так говорить, и иллюзорным. Может быть и иллюзорным. Вот. Но то, что наш Алавар Мудрый будет эту пелену снимать, если вы вот так искренне к нему обратитесь и будете прислушиваться к внешней среде, к своему внутреннему голосу, к тому, что делается в природе. Вот, потому что я вам говорю, что даже ветерок, вы знаете, у меня было очень интересное несколько раз такое совпадение, когда я разговаривала сама с собой, говорю, это не с собой. И вы тоже, когда говорите, что разговариваю сама с собой, не с собой вы разговариваете с той частью Творца, которая в вас. Вы разговариваете со своим внутренним «я». И знаете, что этот диалог, он не впустую происходит, понимаете? Опять же, верьте в это. И когда я вот этот диалог вела с собой... Что такое, Мариночка? Сейчас, это я. Вот. Я со своего опыта, когда сидела и думала, размышляла, вот вела этот внутренний диалог, и вдруг такое гудение, ветер в трубу, да, в эту, что печка у нас, и заходит такое, знаете, вот вибрационное какое-то поле, что я сразу начала слушать, что он мне говорит. Он говорит, иди на улицу, иди улицу. И прямо вот поднимайся, иди. Я выхожу на улицу, и
я вижу картину, которая четко мне подсказывает, что мне надо делать. Вы понимаете? Это настолько было интересно. Вот. А второй раз точно так же ветер опять. Я что-то делаю, забыла о чем-то своем, мечтаю. Вот. А он говорит, дума, дума, вот так вот. Думаю, что думать? О чем думать? Я себя ловлю на мысли, что я начинала думать о каком-то своем деле, о проекте, да, и потом мысли мои ушли в одну сторону, в другую, вот, и я забыла. А мне подсказывают, вернись и додумай свою мысль, вы понимаете? То есть это тоже очень важно, когда мы начинаем о чем-то вести внутренний диалог или даже с кем-то, вот. Очень важно свою цель разговора отследить до конца и свою мысль выразить теми словами, которые в самом деле точно выразят ваше состояние и ваше... Добрый день, Ольга. Ну, выключите, ага, вот так, все. Да. И услышать, и увидеть – это очень важно. А самое главное – разобраться в том, что вам подсказывает внутренний голос, внешняя среда, сама природа и окружающий вас мир. Мы постоянно общаемся в поле вибрационных информаций, и они самым неожиданным образом, особенно завтра, в день белого солнечного ветра, будут вам подсказывать. Даже вот тот звон, кто мне говорил, что звенит в ушах, вот он конкретно может произнести какие-то слова сокровенные, которые вам дадут тонкий намек на то, что вам надо делать. Это надо только то, что я им говорила. Имея уши, вы им скажите, я имею уши, теперь хочу научиться слышать. Слушать и слышать. И этот процесс завтра будет у многих проявляться. Понимаете? Чтобы вы научились слушать и слышать то, что вам подскажет ветерок, нашепчет на ушко. То ли вот природный ветер, то ли кто-то вам в самом деле на ушко что-то скажет. И четко, ясно, понятно. Ну, а вы уже должны разобраться, проявить свою мудрость, что же вам хотели подсказать, о чем намекнуть, натолкнуть, как говорится, на нужную мысль, чтобы вы ее доосознали. То есть вот этот поток безусловной божественной мудрости завтра напрямую будет изливаться на каждого, готового его принять и использовать именно во благо, именно в тех целях, которые удовлетворяют и ваш план, и план вашего сознания каким образом. То, что это совпадает именно с теми целями, мечтами, желаниями, которые у вас записаны. Вы даже можете взять свои записи и проанализировать, что у вас на данный момент требует мудрого решения, над чем вы должны задуматься, какие вопросы попросить просветить вас, как говорится, дать вам эту подсказку. Четко можете задать тот вопрос и прочесть ту цель или мечту, которую вы записали, чтобы именно целенаправленно вам пришла эта подсказка и пришел мудрый совет. Вот тогда это будет день прожит с пользой и с достоверностью на 100%, что цель будет исполнена, что вы достигнете того желаемого результата, на который в самом деле настраивались, когда создавали эту цель и когда записывали это желание или свою мечту. Вот. А то, что мы с вами
должны еще над чем подумать глобально, то есть это для каждого из нас сегодня есть возможность еще попросить у католика непреклонного и у Владимира Георгиевича подсказку, над чем же еще стоит серьезно задуматься человечеству, чтобы преобразовать наш мир, преобразовать наше с вами жизненное пространство, чтобы навести порядок в том ракурсе, в котором всем было бы хорошо, комфортно, радостно, счастливо и благодатно жить и развиваться, и подниматься по этой лестнице эволюционного развития так, как ждет от нас того сам Создатель, Творец и, естественно, Матушка Земля. Так, ну, у нас сегодня именинница есть. Вы знаете, галактический дракончик у нас Наташенька, вот, наша наставница в позиции покаяния. Вот мы ее сейчас и спросим, что она нам подскажет, в какой книге, какую страницу открыть для того, чтобы получить эту подсказку на завтра. 187-я. А страничка какая? За Шатараставели или Лопатина? Лопатина. Лопатина, 3-я книга, 82-я страница. Вот, хорошо. Мы тебя поздравляем, Наташенька. Желаем, чтобы твой галактический тон постоянно помогал тебе и всем твоим подопечным, кто к тебе обращается, четко определять цели и пути их достижения, помогать людям находить выход из всех запутанных жизненных ситуаций, проходить с достоинством все покаяния и выходить победителями во всех самых трудных позициях и ситуациях в своих жизнях. Поэтому мы тебя искренне любим и поздравляем с твоим мастерством. Наша подсказка состоит вот в чем. Царство Божие внутри нас и вовне нас. Мы живем с вами в доме Отца Небесного. Только в наших силах сделать из дома тюрьму, концлагерь, ад или рай. От себя и своих деяний еще никому сбежать не удавалось. Чувство вины, как и все остальные негативные чувства и эмоции, далеко не божественного происхождения. Они нас разрушают. Только освобождаться полностью можно через Бога и божественную иерархию. Как вы их понимаете? Не только с просьбой о прощении, но и с передачей накопленных энергий и накопленных огней в ситуации и отдача кармических и иных энергетических долгов, особенно тем, кто не давал вам жить, отравлял жизнь. Сила мысли начинает возрастать по мере совершенствования человека и по мере очищения от всего того, что мешает создавать все более совершенные мыслеобразы. Болтливость ума сводит на нет всю силу мыслей. Мысли можно классифицировать по значимости. Идеальные мысли, одухотворенные богообразы, мысли-молнии, озарения, идеи, мысли-образы, голографические чувственно-ментальные картины, мысли-формы, информационно фиксированный эмоциональный заряд, фантазии по поводу жизни, совершенства, без прикладывания усилий для совершенства, расход энергии на астральном и ментальном уровне без реализации на всех остальных уровнях и засорения пространства. Мини-мысли, мысли ни о чем, болтливость ума. Все мысли несут или положительный заряд, или негативный. И в зависимости от того, что посеяли, приходится пожинать сейчас и в будущем.
Необходимо составить список оплошностей прошедшей жизни, чтобы предусмотреть сведение отрицательных последствий, если конкуренты это обнаружат и применят против нас или членов семьи. Желательно, по возможности, постараться исправить то, что можно из этого списка. Второе. Желательно регулярно проверять, остались ли последствия потерь любви, любимых, близких, дружбы, друзей, надежд, веры, мудрости, сил, воли, красоты, гармонии, совершенства, цели, средств, истины, жизни, здоровья, радости, счастья, настроения, вдохновения, умиления, восторга, информации, знаний, понимания, памяти, денег, имущества, власти, влияния, доверия, талантов, способностей, возможностей прошлого, надежд на будущее, идеалов, кумиров, последствия раздражения, злости, агрессии, ревности, ярости, ненависти, обиды, претензий, осуждений, лжи, невыполнения обещаний, невыполнения обязанностей и обязательств, последствия уныния, отчаяния, недовольства жизнью, судьбой, работой, собой, близкими, прошлым, печали, грусти, тоски, скуки, скорби, пессимизма, нежелания жить, последствия болезней, воспалений, инфекций, ран, травм, операций, деформаций, в том числе физических структур, биополя, эфирных структур, эфирного тела, астральных структур, астрального тела, последствия пренебрежительного отношения ко всем, ко всему себе самому, своим структурам, органам, системам и их последствия из всех моих жизней. Вот такая серьезная подсказка. Спасибо, Наташенька. Сразу видно, что Владимир Георгиевич с тобой в резонансе работает и четко подсказал, что же нам надо еще осознать в завтрашнем дне, мудро подойти к освобождению с позиции покаяния всех вот этих перечисленных с вами мыслей, форм, всех нарушенных взаимоотношений и всего того, что вы еще понимаете, что есть пробелы в чем-то, есть недоработки, есть укоры, есть обиды, есть восхищение, есть умиление, а есть недостаточное внимание тому или другому проявлению вашего состояния, мыслей, форм, чувств и, естественно, переживаний. Поэтому мы искренне благодарим нашего Владимира Георгиевича и Наташеньку за такую уникальную подсказку. А вот второй дракончик нам подскажет по Шатару Ставели. Да, Мариночка, какую страничку мы прочтем и что нам еще позволят ощутить в завтрашнем дне. 29. Какая? 29. 29. Вот. Посмотрим. Вот сегодня я на 30-ю открыла. Ну надо же. Так, смотрим, что у нас здесь. Так. Ну, вот здесь. Во избежание ритмического однообразия поэт пользуется двумя разновидностями этого метра – высоким и низким. Шаири, графическую схему которых можно представить следующим образом. Низкий шаир – ико-арабест, ростеван, что-то такое, связанное с тем, что нам надо. Вот это то, что сейчас я вам говорю, принять как подсказку к тому, что мудрости-то у нас не хватает для того, чтобы общаться на каких-то творческих вибрациях с теми или иными творческими людьми.
Обе указанные разновидности обладают ритмическими вариациями, зависящими от расположения отдельных ритмических групп, что в свою очередь основано на принципах слогового членения слов. Систематическое чередование этих двух разновидностей в шаире в поэме определяется поэтической интуицией и обусловлено стремлением избежать монотонности повествования. В этом отношении Витязь в барсовой шкуре резко отличается от средневековых эпических поэм. Как я понимаю, что вот именно этого нам и не хватает, чтобы увидеть тонкость различия наших с вами общений с тонким миром и с нашим физическим миром. То есть вот то, что мы говорим, что выходя на уровень общения с высшим разумом, с Творцом, надо говорить душой, сердцем, тем языком, который льется, вот как, знаете, от души говорят, от сердца, откровенно говорите, открываясь и с доверием, изливая душу свою. Вот тогда вы четко получите ответ. А вот все остальное, вот это вот земное, грубое, я хочу, помоги мне, дай мне, или еще какие-то вот такие обращения, это не работает. Это просто опускает вас еще ниже. И, естественно, ваши просьбы останутся где-то зависшими, и опять вам придется задавать вопрос, почему нет исполнения этого желания. Поэтому вот та подсказка, о которой мы говорим, она должна вести диалог завтра с духовным общением Творца именно на духовном уровне, на языке божественном, чистом, искреннем и вот таким, который раскрывает вашу суть, ваше сокровенное. И вы понимаете, что только Творцу можете довериться, вот и как маме родной, и как папе родному. Рассказать, попросить, поплакаться, в конце концов, и освободить свою душу от каких-то колебаний, сомнений, ран, обид, именно чистосердечно. Вот тогда это все будет принято к исполнению. И я вам хочу сказать, что чем больше вы будете осознавать и ощущать таких состояний, тем быстрее наступит то просветление и то очищение, которое приводит к истинному покаянию. И вот то состояние, когда мы можем сказать: все, я до этих пор была пока не я, а сейчас это я. Я сейчас веду диалог напрямую с Творцом. Я говорю сама с собой. Я говорю со своим внутренним Творцом, со своим внутренним ребенком. Я им искренне доверяю, как самой себе. И вам тут уже никуда не деться, потому что вы подтвердили это трижды в своих обращениях, в своих молитвах, в своей искренности и в своем доверии высшему разуму, высшему сознанию, а значит и своему, потому что оно поднимается каждый раз с этими вибрациями все выше и выше. Естественно, просветление ума именно на этих позициях происходит, когда мы получаем эти мудрые подсказки, мудрые поддержки, и просветление, и озарение, и очищение одновременно изливаются на нас бурным, светоносным потоком радости, любви, благодати, того состояния, которым хочется поделиться с кем-то или хочется насладиться самому сначала. Это уже зависит от того, где вы находитесь, с кем вы находитесь и какое было обращение. Стоит его пережить одному или же тут же поделиться. Но вы знаете, что если вы это делаете
с открытой душой, открытым сердцем. Вам не надо заморачиваться, делиться или что. От вас будет это самопроизвольно происходить. Вы будете светиться, вы будете радостно улыбаться миру, всем окружающим. И вы этим будете очищать свое окружающее пространство. И все, кто в него попадут, тоже будут попадать под ваши лучики, как под солнечные, тоже наполняться вашим теплом, вашей радостью, вашим состоянием искренней и благодатной энергии безусловной любви. То, что я вам искренне желаю в завтрашнем дне испытать, дорогие мои. И да будет так.